Итак, официальные итоги Восточного экономического форума, мы так в начале разговора сразу итоги подведем, если вы позволите. 258 подписанных соглашений на рекордные для форума 5,5 триллиона рублей. Более 7 тысяч человек посетили этот форум из 75 стран, притом, пикантная деталь, 16 из этих стран относятся к недружественным. Это, опять же, к вопросу, зачем сохранять какие-то отношения. Вот, понимаете, люди едут, людям интересно, люди хотят сохранять сотрудничество. Не в смысле мы за ними бегаем. Пожалуйста, пожалуйста, придите к нам. Люди приезжают, потому что им это надо. Это важно в наше неспокойное время. Ну и потребление энергии на Дальнем Востоке, как отмечалось, если говорить про энергетическое измерение этой истории, растет опережающими темпами. Если, то есть, в среднем по стране этот показатель на 1,5% растет, то на Дальнем Востоке на 3,9%. Ну, для нас это довольно значительный рост. Там есть и запасы угля, и запасы нефти, и запасы газа. Было открыто на Дальнем Востоке несколько крупных, по любым представлениям, даже по представлениям середины 20 века, несколько крупных нефтяных месторождений. Там разрабатываются крупные газовые проекты. Это Сахалин-2, Сахалин-3. То есть это Киренская, Южно-Киренская и далее прочие месторождения. Вот, Нептуны и прочие замечательные названия. Там добывается уголь, будет развиваться добыча угля и для внутреннего потребления, и для поставок на экспорт. Также и добыча газа и нефти. Правда, вот в течение форума я не услышал одной вещи, которую бы хотелось услышать. Ничего не было сказано про переработку нефти на Дальнем Востоке, про развитие каких-либо проектов. Ну, будем надеяться, что... В интервью ТАСС министр энергетики по этому поводу высказался, что Министерство энергетики готово поддержать бизнес в том случае, если бизнес решит на Дальнем Востоке заняться переработкой нефти. Все. МХАТовскую паузу можем сейчас просто повесить. И на всякий случай напомню, что мы продолжаем отмечать 15-летие проекта, как он назывался, Восточный нефтехимический комплекс. В 2009 году предложен Роснефтью проект строительства нефтеперерабатывающего комплекса, не только нефтепродукты, но и глубокая переработка нефти мощностью 30 миллионов тонн в год. Вот 15 лет мы не двигаемся с места. У нас ведутся переговоры Роснефти с Минфином. У нас идут переговоры президента с Минфином. Но проект пока не движется. В общем, как-то так оказывается, что это не очень надо. Если пояснить, там есть два нефтеперерабатывающих предприятия и... Совсем недавно появившись. Одно в 1936 году, а другое в 1944. Борис, мне кажется, надо сразу объяснять. То, что, да, я так думаю, недавно. Да, очень недавно появившийся. Нет, еще и 100 лет нет. Тут стоит все-таки сделать оговорку, что предприятия и модернизировались, и будут модернизироваться, и вот, видимо, представляется финансово-экономическому блоку, что и так сойдет, потому что в ходе модернизации дальнейшей там пока показатели до среднероссийских не дотягивают, но соответствующие планы и работы ведутся, что вот после прохождения всего процесса модернизации выход светлых нефтепродуктов, к каковым относятся, например, автобензины и дизельное топливо, дойдет до необходимых параметров. В общем, мазут уйдет в полное ничтожество, светлые нефтепродукты воспрянут, и их хватит. Да, вот как это должно соотноситься с необходимостью наращивать количество людей, живущих на Дальнем Востоке, что влечет за собой увеличение потребления моторных топлив, я не знаю. Ну, вот как-то оно друг с другом должно соотноситься. Если кого-то интересует этот вопрос, обращайтесь в Министерство финансов, в Министерство экономического развития, в Министерство развития Дальнего Востока. Там профессионально ответить на этот вопрос. Я иногда натыкаюсь на комментарии, что вот эти два завода в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске экспортируют до 40% того, что они производят. Это напрямую касается того, что только что сказал Александр. Глубина переработки еще недостаточно высокая. Столько мазута, столько гудрона Дальнему Востоку не нужно. И то, что владельцы этих заводов умудряются куда-то продавать гудрон на экспорт,
Нефтяники просят о снижении налогов, снизят ли? Нет, они просят не повышать. Там в другом дело. Просто, понимаете, когда налоговая нагрузка до 70% и выше, вы как-то, ребят, можно не повышать. Там об этом речь идет. Давайте все-таки на Восточный экономический форум вернемся, а то мы сейчас с вами уйдем куда-то в нефть. Нам уже присылают страшные фотографии автозаправок в Крыму с страшными ценами. Примерно на 4-5 рублей выше, чем в среднем по Южному федеральному округу. Но мы сегодня не будем об этом, извините. У нас бензиновая пауза. Да, хотя все равно про бензин поговорили, потому что куда без него. Так вот, президентом поставлена задача сформировать энергетическую стратегию Российской Федерации до 50-го года. Было бы неплохо с учетом новых реалий, потому что... Было бы неплохо делать это тогда, когда он говорит, это первый раз. Первый раз это было сказано ровно год назад. Так вот, до 50-го... Сдвинули вправо. Да, сдвинули вправо. До 50-го года на территории Дальнего Востока планируется нарастить электрогенерацию на 19 гигаватт, что, кстати, вполне благородно, и мы потом упомянем и гидроэнергетику, которая как-то вписывается в эти планы. Ну и президент Российской Федерации также заявил, что развитие атомной электрогенерации на Дальнем Востоке – это дело перспективное. Ну и давайте цитату Владимира Путина. Уже поручил правительству вместе с нашими крупными энергокомпаниями, деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке. Предусмотреть для нее механизмы проектного финансирования. Про строительство атомной электростанции высказался и глава, вы не поверите, какой компании, государственного концерна «Росатом». Первый энергоблок Минэнерго предлагает корпорацию. Корпорации. Не путай. Я сказал госкорпорацию, не надо. Концерн только. Концерн? Так нельзя. Оговорился, Нельзя. прошу прощения. Так вот, Минэнерго предлагает запустить в 1932 году первый энергоблок. И давайте цитату главы Росатома, ее тоже зачитаем. Новый вариант проекта генсхемы подразумевает массированный, мощный приход атомной энергетики на Дальний Восток. Вчера это обсуждалось, в том числе и на совещании под председательством президента Российской Федерации. Минэнерго представила это видение о наличии как минимум 2, возможно, 3 атомных электростанций, двухблочных на территории Дальнего Востока. Проект есть, возможно, какие-то изменения. Пока речь о создании таких мощностей в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. Это цитата по ТАСС. И, Борис, я так понимаю, что там собираются ВВР-1000 ставить. У нас совсем недавно были опубликованы 2 документа. Генеральная схема размещения объектов генерации на период до 2042 года и схема программы развития электроэнергетики на период до 2030 года на общественное обсуждение. К общественному обсуждению достаточно быстро и оперативно подключился житель Москвы Владимир Владимирович Путин, и сейчас действительно и то, и другое подлежит некому изменению. В схему и в схему и программу развития не вошла Нижнеизейская ГЭС, о которой этот житель города Москвы сказал. Были разночтения по поводу электрификации БАМа. Он предусматривал, что третья очередь он не будет на определенном промежутке электрифицирован. Сейчас получили подсказку, что электрификация произойдет. Если смотреть на то, что опубликовано на сайте системного оператора касательно строительства атомных электростанций, 3 электростанции в составе, в каждой по 2 блока мощностью 600 мегаватт, Амурская, Приморская и Хабаровская. Сейчас после общественного обсуждения с этим читателем глава Росатома говорил о том, что 1000 мегаватт будут блоки. Не хватает генерации, о чем, собственно говоря, на сессии, которая энергетике была посвящена, новая энергетика для Дальнего Востока, ее вел министр энергетики, разумеется, и он напомнил о том, что дефицит электроэнергии, проблемы с сетевым хозяйством приводят к тому, что в ряде регионов Дальнего Востока это становится тормозом для развития экономики.
Так что там сложно, там строить надо много. Мне очень нравится подход министра энергетики, который не говорит о том, что надо строить только вот такой вид генерации, ничего больше. Он считает, что надо исходить из того же принципа, который был заложен при проектировании и реализации единой энергосистемы России, Советского Союза, простите. Надежность и обеспеченность. Соответственно, все, что возможно, все, что необходимо, главная цель – надежность, обеспеченность и минимальная себестоимость. Соответственно, развивать нужно все. Газовые электростанции, угольные электростанции, атомные, гидроэлектростанции и даже ВИИ. Вот мы сейчас с вами возвращаемся на секундочку в начало нашего сегодняшнего выпуска в наличие некоторых ресурсов у той же самой Монголии, которые можно и добывать, и обогащать, и поставлять. Вот. В наличие на Дальнем Востоке собственных нефти, газа, угля. Ну и вот в это странное противоречие, которое лично мне представляется, вы знаете, мое личное оценочное суждение, что если мы замечаем необходимость развивать электрогенерацию на территории Дальнего Востока, если президент говорит о том, что, вы знаете, вот тут вот надо бы сохранить льготную ипотеку, надо вот как-то стремиться к тому, чтобы, демография улучшалась, чтобы люди туда ехали работать. А одна из составляющих современной жизни, а именно, наличие транспорта, знаете, как еще 100 лет назад классики русской литературы писали о том, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения, то надо бы, наверное, задуматься и о переработке. Как-то вот она здесь выпадает. У меня появилось подозрение по внимательному изучению всех документов, что будет немножко меняться та схема развития электроэнергетики, которая задана в результате реформ РАО ЕС России, которую с блеском провела команда выдающегося энергетика Анатолия Чубайса в 2008 году. Кстати, где он? Как говорилось в одном старом, хорошем анекдоте. У нас проблем там более чем достаточно. Вот когда и президент говорит о том, что угольная генерация отнюдь не помешает, и министр энергетики об этом говорит, он считает, что угольную генерацию надо развивать, поскольку уголь, собственно говоря, здесь. Но если мы посмотрим внимательно на то, что происходит с углем, вот якутская, Нерюнградская ГРЭС, угольная столица Якутии, работает на угле, который поставляет из Кузбасса. Это говорит о том, что, может быть, в этих схемах, в надежде на то, что себестоимость должна быть минимальной, нужно что-то менять. Нужно. Это мы тогда еще придем опять к вопросам логистики, вот к этому всему. Зачем расстраиваться? Я предлагаю дальше. То есть, вот оставим. Хорошо. Будет отдельная передача где-нибудь на одном из моих ресурсов. Вероятнее всего, для начала поговорю завтра об этом на студии «Спутника». Проблем много. В том числе и то, что касается гидрогенерации. Собственно говоря, по словам главы Росатома, Росатом планирует поставить первые плавучие атомные электростанции, новые плавучие атомные электростанции для Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке в 28-29 годах. Собственно говоря, вот уже чуть-чуть времени осталось. Росатом будет действовать в соответствии с договором, который подписан с компанией «Казминералс», которая была на момент подписания договора инвестором в Баимский ГОК. В проект Баимского ГОКа эта компания ушла в связи с санкциями. Те же акционеры зарегистрировали новую компанию под другим названием, но им сказали, что санкции, и они еще раз ушли, так что я не знаю, для кого выполняется этот проект. Там территория опережающего развития, куда можно будет зайти и в режиме чик-чирик мы в домике, зарегистрироваться, оттуда не будут выдавать никакую информацию. Вот как-то так это должно работать. Кстати, при всей иронии, но соответствующие планы есть, то есть к текущим условиям адаптируемся. Представители Китая, Белоруссии и ряда других зарубежных стран. Там тоже присутствовали. Кстати, задают нам каверзный вопрос. Я из республики Коми, пишут нам. Наш губернатор был замечен на ВЭФ. Что он там делает? Просто где Коми, а где Владивосток? А химию развивать? Дорогие друзья. Как? Давайте не будем забывать, что одним из хозяев форума было наше прекрасное Министерство развития Дальнего Востока и Арктики. Министерство развивается уверенно. Слово «Арктика» там присутствует. Если присутствует слово «Арктика», куда же без Коми? Куда же, собственно говоря, без Воркутинского угольного бассейна, куда же без региона, через который проходят практически все магистральные газопроводы, идущие в сторону наших западных границ. Ухта.
Ну и, собственно говоря, министр энергетики высказывался на ВЭФ по поводу развития гидрогенерации. Вот. Она невозможна, в принципе, если не будет изменено законодательство. Сейчас мы к этому придем. Ну, сначала... Мы уже пришли, к сожалению. мы уже пришли. Значит, сначала о хорошем, а потом Борис выскажется. Сначала о хорошем. Развитие гидрогенерации планируется до территории всей России с учетом местных условий. Значит, потенциал строительства гидроэлектростанций, потенциал, важное слово, достигает 250 гигаватт, в 5 раз больше реализованного. ГЭС будут строиться не только для получения электроэнергии, но и для обеспечения противопаводковых мероприятий, как и планировалось многими годами ранее. В том числе на Дальнем Востоке, который... Ну, напомню, что первый раз о необходимости строительства ГЭС на притоках Амура для того, чтобы обуздать его течение во время муссонных дождей, заговорили после страшного наводнения. Была создана государственная комиссия во главе с выдающимся гидроэнергетиком и самым лучшим шахматистом на нашей планете Аркадием Дворковичем. Росгидро тут же предложила 11 проектов строительства гидроэлектростанции, но комиссия во главе с этим выдающимся специалистом сообщила, что климат пришел в среднем многолетнюю норму, и никакие ГЭС больше не нужны. Вот. У Росгидро проекты есть. Росгидро добилась того, что началось обсуждение строительства 2 гидроэлектростанций. Президент только что предложил заняться еще и 3. Источников финансирования нет. Желания инвестировать в такие проекты тоже ни у кого нет. Основная причина – водохранилище, которое является федеральным объектом, должно строиться инвестором. При этом эти расходы нельзя отнести к капитальным затратам. То есть вы строите нечто, что нужно государству за свой счет. И напомню, что еще одно отличие всех гидроэлектростанций от электростанций любого другого типа – режим сброса воды, водный режим, задает государственная организация Росводоресурсы. То есть есть спрос, он очень высокий. Если тебе говорят, что ты не имеешь права сбрасывать воду, ты ее не будешь сбрасывать. Ты будешь сидеть без денег. Но инвестировать во все это ты должен в одиночку. Поэтому обсуждение идет, в том числе и оценка воздействия на окружающую среду. И работает Ленгидропроект. Не сомневаюсь, что будут очень высококачественные проекты сделаны. А найдутся ли на это деньги, пока неизвестно. Пока законодательство этого не позволяет. Ну и опять о хорошем. И опять о хорошем. Смотрите, развитие гидроэнергетики, атомной энергетики и прочей энергетики, угольной, газовой, ВИА, разумеется. Что там со строительством электроподстанций для ВИА? Ну, это ладно, это мы, как, собственно говоря, к этому приходим, что необходимо развивать и электросетевое хозяйство. И вот на ВЭФ высказались, в том числе представители Россетей, что они направят на финансирование инвестиционной программы в Дальневосточном федеральном округе свыше 600 миллиардов рублей. Об этом заявил генеральный директор Россетей Андрей Рюмин. Хватит-то хорош. А теперь Борис. У нас в Дальневосточный федеральный округ входит 11 федеральных субъектов. Там и республики, и края, и так далее, и так далее. При этом в объединенную энергосистему Востока, которая не синхронизирована с единой энергосистемой России, входят Забайкалье и Бурятия. Они входят в состав объединенной энергосистемы Сибири. Поэтому, когда говорят о строительстве на Дальнем Востоке, сразу возникает вопрос, о чем речь? Вот эти 2 субъекта, они Дальний Восток или они Сибирь? Для энергетиков это Сибирь. Там только что конкурс на строительство прошел на 1,3 гигаватта. Все в порядке. Когда господин Рюмин говорит о том, куда он будет инвестировать, компания Россети на Дальнем Востоке, за исключением Забайкалья и Бурятии, только магистральные сети. 220 киловольт и выше. Потребители на Дальнем Востоке, как ни странно, в своих розетках предпочитают видеть 220 или 380. Вот за это сетевое хозяйство Россети не отвечают. И инвестировать туда, разумеется, не будут. Ну, это так, для разминки. Это мы опять приходим к тому, что нужны какие-то планы, которые бы учитывали все составляющие и координировали разные сегменты. А зачем? Если так весело, когда разные планы люди составляют, периодически встречаются друг с другом, говорят, у нас такие планы, у нас такие планы. Здорово, а когда мы их будем
дружить мы не будем. Не будем дружить. На день сегодняшний ДРСК, Дальневосточная распределительная сетевая компания, это подразделение Росгидро, и, казалось бы, они должны заниматься этими планами. Это ваши сети, в том числе и низкого напряжения, казалось бы. Но Федеральная антимонопольная служба напоминает, что объединять два вида деятельности, генерацию и передачу, у нас никто не имеет права, поэтому Росгидро сейчас должна заниматься не развитием сетей, а поиском того, кому она продаст сети. Что самое интересное, заниматься деятельностью по реализации электрической энергии, если ты электрогенерация, ты имеешь право, передавать нет. Это, если что, это мудрая реформа 2008 года за авторством ранее упомянутого выдающегося энергетика, да. И за соблюдением которых внимательно следит наша прекрасная Федеральная антимонопольная служба. Никому нельзя нарушать результаты реформ, проведенных командой Анатолия Чубайса. Никому. Опять же, не стоит ли пересмотреть концептуальный подход? Это просто мы тут периодически Европу поругиваем, что вот у них есть какие-то реформы, которые они не продумали и которые не откатывают назад. У нас тоже есть некоторые реформы, по поводу которых стоит, задуматься. Хотя бы для отдельных регионов, где, выполнение положения этих реформ может не в полной мере отвечать интересам как потребителей, так и государства. Хотя бы вот с этой точки зрения необходимо на них посмотреть чуть более внимательно. И на всякий случай, износ электросетей на Дальнем Востоке 70%. Если этим не заняться прямо сейчас, что будет, напомнил Айсен Николаев, глава Республики Саха-Якутия. 114 изолированных районов, где работают дизельные электростанции, 50 лохматых годов выпуска. Там производство электрической и тепловой энергии – это не вопрос безопасности, это вопрос жизни. При минус 60 отсутствия питания, все, это смерть. Обновить эти электростанции возможности нет. Бюджет просто не выдерживает. Если будет продолжаться, как сейчас, компания вырабатывает, население платит традиционные 5-7 рублей за киловатт-час, остальное платит республика, то к 30 году 30% бюджета Якутии будет идти на компенсацию всего чего. Построить новые электростанции при нынешней ставке рефинансирования невозможно. Это, кстати, нам тут даже отметили вот этот фактор наши зрители в вопросах. Кстати, опять же, вопросы, предложения, замечания, если успеем, будем отвечать. Вот можно задавать через QR-код, который вы периодически видите на своем экране. Мне, конечно, очень запомнилась последняя фраза генерального директора Росгидро Виктора Ахмарина. Тема форума, напомню, «Новая энергетика для Дальнего Востока». Он попросил хоть какие-нибудь ее контакты, чтобы можно было позвонить, а то на этот отопительный сезон пока не хватает 11 миллионов тонн угля. Вот. А так он, конечно, очень рад тому, что новая энергетика. Только угля не хватает.